Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это третья заключительная часть по вязанию диснеевского слоника по имени Дамба. Итак, давайте продолжим наше вязание. Мы с вами во второй части остановились на том, что провязали 4 ряда без изменения, отметили новый ряд и далее вяжем 11 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4 и 11. Далее вяжем одну убавочку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Далее вяжем 1 столбик без накида. И такую комбинацию повторим еще 5 раз. То есть всего у нас здесь должно быть 6 убавочек через 1 столбик без накида. Итак, делаем вторую убавочку. Вяжем столбик без накида. Вяжем третью убавочку, столбик без накида, четвертая убавка, столбик без накида, пятая убавочка, столбик без накида и шестая убавочка. Провяжем столбик без накида. И еще до конца ряда нам останется провязать 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Отмечаем новый ряд. Следующие. И в этом ряду у нас получилось 30 петель. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем ввязывать ручки-ножки. Для начала провяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 9. Далее берем одну из ручек-ножек и, прикладывая к туловищу, провязываем вместе с туловищем 5 столбиками без накида. И, естественно, вот выпирающей стороной, там, где мы делали, формировали колено, это, конечно, прикладывать, чтобы это смотрело на наружную сторону. Так, одну ножку мы привязали к туловищу. Далее вяжем 1 столбик без накида.
Далее берем вторую ручку и точно так же провязываем вместе с туловищем 5 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 'Далее до конца ряда провяжем еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Ножки мы с вами вязали в том же ряду, что и у первого слоника. У меня были по этому поводу сомнения. Думала, может быть, на пару рядов ниже вязать. Но вы, мои дорогие подписчики, сказали мне ничего не менять, оставлять все так, поэтому и мои сомнения все уже ушли, поэтому ничего не меняла. Так, вяжем дальше. Следующий ряд вяжем без изменения 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем делать 24 прибавки. То есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Это мы уже переходим к вязанию головы. Провязали. Следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее будем наполнять нашу игрушку наполнителем. Ножки должны быть полностью наполнены наполнителем. Наполняем плотненько, но в меру, и формируем у игрушки позу шпагата. То есть ножки у нас должны быть вот так вот расположены. Итак, вот так вот выглядит туловище игрушки, наполненное наполнителем. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем так: 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем одну убавочку. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. Итак, вяжем 5 рядов без изменения. Провязали. В следующем ряду вяжем так: 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 плюс 1 убавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36.
Провязали. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 плюс убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Далее наполним голову игрушки наполнителем. В следующем ряду будем вязать с вами ушки. Берем ушко, прикладываем его к голове. Серединный уголочек у нас должен смотреть в бок, розовая часть во внутреннюю сторону. И вот тут вот на кончике 3 петли у ушка, за вот эти вот 3 петли будем и провязывать вместе с головой игрушки. Итак, подхватываем первую петелечку на ушке и первую петлю следующего ряда на голове. И провязываем их первым столбиком без накида. Далее вяжем второй столбик без накида. Далее вяжем третий столбик без накида. Далее вяжем одну убавку. 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 1 убавка. И берем второе ушко, точно так же провязываем его 3 столбиками без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем одну убавку. И далее до конца ряда повторим такую вот комбинацию. 3 раза получается. 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Повторяем так до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться в этом ряду 24. Провязали, новый ряд отметили. Далее будем с вами фиксировать глазки. Глазки у нас будут расположены на 10-11 рядах. Это если считать от того ряда, там, где мы делали прибавочки, 24 прибавки, когда начинали вязать голову. Вот здесь хорошо они видны, эти прибавочки. И вот, значит, с этим рядом мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот следующие 2 ряда 10, 11. И вот между ними, вот здесь мы зафиксируем глазки. Вот, вставляем 1. И между глазками должно быть 5 столбиков. Так, и вот так, если слегка надавить, и вот считаем 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков между глазками. И фиксируем их заглушками. Глазки зафиксированы и продолжаем наше вязание. В следующем ряду будем вязать так: 2 столбика без накида, 1, 2 и вяжем одну убавочку. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18.
И наполняем голову игрушки наполнителем по ходу вязания. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Далее маркер я уже сняла, вернее даже не сняла, а он у меня сломался. Вот, но он уже в принципе нам и не нужен. Далее вяжем 6 убавочек подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Далее делаем соединительную петлю. Желательно это сделать крючком меньшего размера. Протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя хвостик где-то длиной 10-15 сантиметров. Этим хвостиком мы сейчас будем стягивать дырочку на голове, вот это вот отверстие, которое у нас образовалось. Итак, стягиваем, как бы обвивая вот этим вот хвостиком каждую петелечку, обвиваем, подтягиваем ниточку и вот так вот по кругу. Стянули, и теперь протянем ниточку на заднюю сторону головы, зафиксируем ее на узелочке и уже окончательно спрячем вовнутрь игрушки. Плюшек снимем. Итак, с ниточки сняли плюш, и теперь будем фиксировать на одной из стеночки задней любой нам подходящей петли. Так достаточно, лишнее отрежем. Так, далее будем пришивать с вами хобот. Берем швейную иглу и швейную нить, сложенную вдвое. Берем хобот и будем его пришивать на один ряд ниже от глаз и захватывая 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На вот этих вот 6 рядах будет расположен хобот. По мере пришивания хобота можно будет еще дозаполнить наполнителем. Итак, для начала зафиксируем где-то вот здесь ниточку.
Прикладываем так, чтобы было у нас все по центру, чтобы вот это вот пятнышко было по центру. И пришиваем за каждую петелечку на хоботе и за каждый столбик на голове игрушки. Так, надо было в обратную сторону мне завести. Так, сейчас сделаем вот так. Так будет удобнее. Итак, пришиваем по кругу и доходим до начального хвостика. Завязываем ниточки на узелочке. Отрезаем, оставляя небольшие хвостики. И хвостики прячем вовнутрь вязания, вовнутрь головы игрушки. Далее сделаем с вами утяжку мордочки. Берем иглу подлиннее, швейную нить, сложенную вдвое, и начнем нашу утяжечку. Заводим иглу в районе ряда, там, где мы делали 24 прибавки. И выводим у основания глазика. Вот здесь вот у нас получается глаз, и на один столбик в бок мы выводим иглу. Подтягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик и заводим иглу, получается, захватывая 3 столбика под глазиком. Здесь вот заводим и выводим к первому хвостику, к этому вот хвостику через столбик, рядышком через столбик. Теперь помогаем пальцами и как бы вот так вот сдавливаем, подтягиваем и смотрим, насколько нам нужно подтянуть, как нам нравится, больше либо меньше. Вот. Вот здесь вот тоже можно вот так вот придавить, приблизительно посмотреть, как это все будет выглядеть. И завязываем здесь на узелочке. Обязательно помогаем себе пальцами, чтобы не порвать петельки.
Завязываем где-то пару-тройку узелочков. Далее сделаем, это мы сделали нижнюю утяжку под глазом, а теперь сделаем верхнюю утяжку вот здесь вот над глазом. Точно так же, только введем иглу уже не там, где мы вот изначально здесь вот вводили, а вот рядышком. Тоже через столбик получается. И выводим над глазиком. Вот. Вот здесь. Тоже подтягиваем. Здесь оставляем хвостик. И здесь у нас получается, мы захватим, не знаю, но у меня вот получается, наверное, как, не знаю, можно это считать как 3 столбика или все-таки как один. Вот. Заводим иглу вот так вот прям над глазиками, над глазом. И выводим рядом с хвостиком. И только вот здесь вот сверху будьте повнимательней, чтобы ниточка не попала, если тоже используете такие блестящие глазки, чтобы вот эта вот ниточка не попала между блестящей пластиночкой и глазиком. То она может туда вот забиться, и потом это может все испортить. И вот так тоже помогаем пальчиками, подтягиваем, смотрим, насколько нам нужно, чтобы была утяжечка. Вот так. И завязываем на узелочки. Так, девочки, я это уже сделаю за кадром, но завяжу на узелочки, потому что ну, совсем это неудобно делать под камерой. Делаем утяжечку, завязываем на узелочки. Узелочки потом прячем вовнутрь вязания и со вторым глазиком делаем точно так же. Сначала нижнюю утяжечку, а потом верхнюю утяжечку. И только обязательно будьте внимательны, чтобы ниточка не попала между глазиком и блестящей пластиночкой. Итак, утяжка мордочки сделана. Далее берем вот такой вот крючок или что-то подобное, чтобы вот эта вот сторона была тоненькая и ровненькая. И в районе щечек вот так вот аккуратненько, аккуратненько наполнитель, который находится у нас внутри, мы подталкиваем его слегка к щечкам, чтобы они были более такие пухленькие, выпуклые. Но только делаем это аккуратно, чтобы не зацепить ниточки утяжек, чтобы не порвать их. Так, и со второй стороны тоже. Вот я уже, как обычно, задеваю ниточку утяжки, но не порвала ее. Думаю, достаточно. Так, далее будем с вами вышивать брови. Берем швейную иглу и пряжу не плюшевую, черного цвета. И будем формировать брови над глазками вверх на 2 ряда. Вот так, 1, 2 и вот этот вот третий ряд. На этом третьем ряду будем фиксировать
брови. Заводим иглу где-нибудь сбоку и выводим в третьем ряду над глазом. Подтягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик. И вот такие вот, как бы обхватывая вот этот вот один ряд, и будем делать брови. Между бровями делаем расстояние в 6 или 7 столбиков. Так, сейчас посмотрю, сколько у меня здесь будет. Так, я поближе посмотрела, вроде бы все у меня равномерно, и расстояние получается у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков. Также здесь же захватываем вот этот вот ряд и выводим иглу где-нибудь сбоку. Вот такие вот бровки. Далее ниточкой отрезаем, расслаиваем хвостики на две части. Далее находим заднюю стеночку любой нам подходящей петли. И на ней делаем узелочки. Фиксируем вот этот вот хвостик. И прячем вовнутрь головы. И точно так же делаем со вторым хвостиком. Далее пришьем с вами шапочку. Берем шапочку, швейную иглу и швейную нить, сложенную вдвое. И вот здесь вот сверху, это получается у нас правое ушко. Над правым ушком сбоку и на один ряд выше над бровью. Вот так вот пришьем. Берем шапочку, расположим ее так, чтобы вот это вот, где у нас было окончание вязания, оно смотрело назад. Такой вот немножечко не совсем плавный переход. Вот, вот так вот прикладываем и пришиваем. Вот так вот тут подхватываем стеночки вязания на шапочке и на голове. И по кругу пришиваем.
Шапочка пришита. Далее свяжем с вами воротничок. Берем плюшевую пряжу красного цвета. У меня тут красно-бордовая. Основной крючок. Далее будем набирать цепочку из воздушных петель. Вот этот вот хвостик оставим чуть подлиннее. Из него мы сделаем петелечку для пуговки. Да, кстати, в самом начале видео мастер-класса я забыла сказать, что нам понадобится еще пуговичка для воротничка. Но если нету подходящей пуговички, ничего страшного, можно воротничок просто пришить. То есть он будет не снимающийся. Итак, оставляем здесь хвостик, если будем использовать пуговичку для формирования петельки. И набираем цепочку из воздушных петель. Количество петель замеряйте по объему шеи игрушки. Итак, набрали цепочку из воздушных петель. Я замерила по своей игрушке. У меня получилось 33 петли. Далее делаем одну воздушную петлю и вяжем по цепочке в обратную сторону столбики без накида. Довязали до конца ряда. В конце ряда делаем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и далее будем вязать столбики с одним накидом. Вяжем в одну петлю 2 столбика с одним накидом. Далее в следующую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. 1 в ту же петлю, второй столбик с одним накидом, в ту же петлю, третий столбик с одним накидом. Далее в следующую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом, 1 и в ту же петлю второй столбик с одним накидом. И так повторяем до конца ряда, чередуем 3 столбика с одним накидом в одну петлю, далее 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Провязали. Здесь вот в конце немножечко распустим петелечки и будем менять цвет пряжи на желтый. Здесь так вот довязываем, делаем одну воздушную петлю, далее разворачиваем вязание. Так, нужно тут определиться, нужно посмотреть, где у нас тут лицевая сторона и изнаночная. Так, нет, лучше здесь нам закончить вязание, а обвязку мы будем делать с другой стороны. Итак, довязываем все до конца, протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Да, вот это лицевая, все правильно. И теперь вот с этой вот стороны начнем обвязку края столбиками без накида. Фиксируем ниточку.
И вяжем до конца ряда столбики без накида. Провязали, сделали здесь соединительную петлю, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее берем крючок совсем маленького размера, у меня это 1,9, и прячем эти хвостики вовнутрь вязания. Как бы протягиваем здесь вот с изнаночной стороны между столбиками. И красненький хвостик протягиваем между стеночками красных петель. Далее пришьем пуговку. Пуговку пришили, и теперь можно сформировать петельку для пуговки. Замеряем, какая нам нужна петелечка. И просто завязываем здесь вот на узелочек, подхватывая стеночку, подходящей нам тут рядышком вот петли. Ой, плюшек снимается. Ну, значит, так и быть. Воротничок полностью готовый, и я его уже надела на игрушку. Остался последний штрих по просьбе моей подписчицы Екатерины. Она просила, чтобы я показала в видео, как я фиксирую свои именные этикеточки на игрушке. У меня вот такие вот деревянные этикеточки. Ниточку я использую пряжу полухлопковую картопу бежевого цвета. Далее фиксирую в зависимости от игрушки, либо на ножке, либо на лапке, на ручке, либо на пузике. Даже можно и на ушке. Вот. Так, здесь мы, где мы зафиксируем на вот ножке ручки. Вот здесь вот прям захватываю вот так вот 2 столбика, протягиваю вот эти вот 2 хвостика. И вот здесь вот делаю просто такой вот легенький узелочек, чтобы потом можно было легко снять. Вот так вот просто подтягиваю. И вот так это смотрится.
Вот такого слоника мы с вами связали. Я надеюсь, у вас тоже все получилось. Если сравнить с первым моим слоником, то вот этот вот светло-голубой слоник получился в объеме немножечко больше. Это за счет свойств пряжи. Темно-синяя пряжа, она была более такая плотная, поэтому и в объеме получился, так как я вяжу очень плотно, поэтому и в объеме он получился меньше. А светло-голубая пряжа, она была такая очень скользящая. И как бы я плотно не вязала, все равно полотно получилось такое немножечко рыхлое. И за счет этого, когда наполняешь наполнителем, в объеме игрушка становится больше. Но что этот слоник, оба получились миленькими, хорошенькими. Я надеюсь, что у вас тоже все хорошо получилось. Если есть желание, делитесь своими работами в Инстаграм, ставя хэштег PMK The Handmade. Мне будет очень приятно видеть свои труды вашими руками сделанные. Либо можно присылать мне на электронный адрес, который я оставлю в описании под видео. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, чтобы не пропустить еще много чего интересного. И не забудьте нажать на колокольчик. Еще раз всем спасибо. Всем пока-пока.